Здравствуйте! Сборка корпуса сосновой гитары на канале MasterGuitar.com. Обсудим последовательность действий по сборке корпуса. На дне я делаю две дополнительные рипы. Так как дно сосновое, я решил, что лучше укрепить двумя дополнительными уменьшенными рипами, без вклейки в контробичайке. Далее приклейка. Вот таким образом я приклеиваю через гибкую планку со стороны дна и просто струбцинами сверху. Очень удобно сразу снять клей. Вот даже дека дно слегка влажное как раз после снятия клея. Клёцы также состоят из двух частей. Просто сфуговали, намазали клеем и стянули резиной. И вот нижний клёц, а точнее заготовка для нескольких. В районе нижнего клёца в этом проекте немного намудрено. Перед приклейкой клёцев я обечайки прижимаю резиной к вайме, чтобы было четкое прилегание обечаек, никаких зазоров. Потом приклеиваю клёцы, и фактически после приклейки клёцев обечайка уже естественным образом лежит по вайме. Вот нижний клёц вы видите, он совсем маленький, фактически футер. При вклейке клёцев не забудьте проложить бумажечку, чтобы не приклеить рамку к вайме. Далее контробичайки. Вот справа заготовка, из которой я выпилил тонкие полоски, откалибровал их и сделал в них пропилы, примерно на расстоянии 6-7 мм друг от друга. Приклейка контробичаек. Приклеиваю такими самодельными прищепками, которые очень сильно стягивают, это зависит от количества резинки. Перед тем, как приклеить контробичайки, обработайте торец рамки. Эта сторона деки, то есть практически плоская. Единственное, слегка будут опускаться ушки в большом овале. Но это можно не учитывать, так как это можно сделать на высоте обечаек. Это буквально 2, максимум 3 мм. После прижатия удобно сразу снять излишки клея. Я приклеиваю контры частями. То есть 3 части на одной стороне. Сначала середина и потом края с клейкой в клёцы. После приклейки контур на стороне деки обрезаем обечайки по высоте и подгоняем готовое дно. Если приклеить сначала контур обечайки, то при подгонке дна вы будете уменьшать их высоту. Для таких низких контур, как в этом проекте, это может быть существенно. Дно я подгоняю методом приставил, посмотрел, убрал лишнее. Я люблю очень точно подогнать дно, чтобы не было никаких зазоров, чтобы я никоим образом не изгибал его по обечайкам, а оно само естественным образом лежало по периметру рамки. Вот что внутри. Верхний клёц я вот так вот снимаю фаску со стороны дна. Теперь приклейка контур со стороны дна. Последовательность действий точно такая же. Сначала контуры в районе талии и потом отрезки до клёцев с врезкой в сами клёцы. Дно заходит под некоторым углом на контробичайку, поэтому приподнимите ее слегка над обечайкой, либо учтите это с самого начала. Контры я гну точно так же на той разогретой дюралюминиевой раме. Буквально слегка их смачиваю, гну и сушу прямо на обечайках. Вот сейчас они как раз сушатся на обечайках, прикрепленные прищепками. Далее специальная операция данного проекта — укрепление обечаек вот такими вот маленькими пружинками. Я их приклеиваю в стык к контрам, ставлю их достаточно часто, особенно на прямых участках. Мне показалось, что это сделать важно, так как в дальнейшем при эксплуатации гитары слои сосны могут каким-то образом сместиться. Все-таки дерево достаточно мягкое, а натяжение струн сильное и очень сильно продолжительно. Приклеиваю вот точно так же опять прищепками. Посередине кладу кусочек бумажечки, чтобы проклеивать середину. То есть бумажечка как бы выгибает слегка.
и пружинка приклеивается по всей длине. Сразу уберите лишний клей. Вот приклейка дна на вот этой вот такой вот специальной раме, которую я, между прочим, сделал из того же самого дверного бруса. Я очень не люблю снимать засохший клей, поэтому специально сделал это устройство. В принципе, можно приклеивать дно и на прямой доске, в которую по кругу вкручены, по периметру вкручены вот так вот шурупики. Точно так же, как и здесь, только просто на обычной доске. Сжатие при прижиме дна, конечно, очень маленькое, поэтому не обязательно сделать таким массивным было это устройство. Просто такая была величина бруса. Вот готовое дно на просвет на солнце. Такая вот фотография. А вот так вот я сделал нижний клёц. Укрепил его дополнительным отрезком контрабичайки и еще приклеил такой же кусочек, как сам нижний клёц. Вот таким образом я заостряю пружины на веере. Вот такой вот рубаночек, который выходит одним краем. Вот, прикладываю и снимаю. В общем, очень удобно и быстро. Готовая дека и полукорпус. После уже покрытия изнутри лаком. То есть я приставляю через резонаторное отверстие, точно провожу карандашом, где будет начинаться склейка контрабичайки, и все, что внутри, покрываю лаком. Это шелак, просто с кисти. Можно немножечко подшкурить, чтобы было приятно на ощупь. Я так и делаю. Вот. Буквально 2 слоя. Много не надо. Вот конструкция вот сверху, смотрите, в районе верхнего клёца под накладкой как бы и упирается в верхний клёц. Получается такое Г-образное усиление верхнего клёца. Вот где вот карандашная метка на верхнем клёце, вы видите, вот там примерно до этого места будет идти эта дубовая наклеечка. Вот дополнительные рипы вы видите. Они не вклеены в контры. Они очень низкие. Вот еще раз усиление на нижнем клёце. Мне нравится больше такая идея. Обратите внимание, что не будет приклейки этой накладочки к самой деке. То есть она не доходит до самого верха. Вот это белое. Пропустил белую краску на контуре. Далее приклейка дна к полукорпусу. Нужно хорошо все подогнать и обрезать деку по форме полукорпуса. Для того, чтобы, если вы будете приклеивать резинкой, не было сильно больших выступающих полей над полукорпусом. Готовый корпус. Резиночка, чтобы пыль не попадала внутрь корпуса уже. Уже обрезаны поля, обработаны обечайки, обработана дека и дно по толщине, и гитара готова, точнее корпус готов к кантам. А вот канты, вот досточка, из которой были выпилены канты, вот они выпилены справа из той же самой досточки. Специально вот так они были размещены в дереве. Делаю канты из 2 частей. Так как 2 полоски из дуба или любого другого плотного дерева толщиной в 2 или немножечко меньше миллиметров, гнуть намного проще, чем одну, но толстую. Вот такие сначала прямые откалиброванные полосочки. Вот потом их изгибаю опять на горячей трубе, как и обечайки. Замачиваю на 2 часика где-то. И гну точно так же руками, точно так же, как обечайки. И вот специальная опять операция данного проекта. Подкладка под лепесток грифа. Выполняю ее из сосны. Высота ее около 5 мм. Прикручиваю ее 4 шурупами, которые уходят очень глубоко вниз. Для того, чтобы особенно крайние, ближние к розетке, потом не мешали снимать тело этой накладки, так как она будет сниматься под конус. Паз ласточкин хвост на корпусе. Точно такая же направляющая на фрезе.
как и для самого грифа, и направляющая на корпусе. Вот такая простая штука. Прикладываете и проходите. С одной стороны, потом переворачиваете фрез, чтобы было одинаково, и проходите с другой стороны. Вот готовый паз, и корпус готов к клейке грифа. На этом все. До новых встреч на следующем уроке.